пыли, вон, смотрите, в уголке. Прямо она собралась. Вон ее сколько. Вот, прямо. Вот. Всем привет. Короче, не успел я утром прийти, уже черный. Как черт. Так что атаковали меня эти зафиры, блин, задолбали уже, блин. Вроде как так неплохая машина, семейная. Ну, блин, достали уже. Что хотел сказать по поводу сцепления. Новое это сцепление меняли. Там в прошлом видео я чисто так рассказал. Вот сколько тут прошло, я не помню, там 2 месяца. Ну, он наездил там 6 тысяч, 5-6 тысяч. Вот. Сразу поставили его, все было нормально. И последнее там, перед этим, как она сюда приехала, там 3 дня, говорит, буксует. Утром приходит, завел, поехал, буксует. Поездил чуть-чуть, вроде не буксует. Так что снимаем обратно коробку, сейчас будем разбираться. Вот. У человека какие мысли сразу? Может вы там не новое поставили, там, либо еще что-то. Нет, все новое, все комплектом, я же показывал там коробку, номерки. Вот. Так что сейчас будем смотреть, что произошло. Ну, у меня мысли такие, что его редко кто покупает, оно очень дорогое. Вот. Лежит оно на складах очень давно, так как металлу в принципе ничего не будет, а выжимной подшипник, он же внутри сальники, все время могли рассохнуться. Вот. Рассохлись, где-то трещинки какие-то появились. Вот. Ну и в итоге он, скорее всего, потек. Пока еще между коробкой и двигателем не видно никаких течей. Вот. Ну, скорее всего, что... Ну, это у меня такие мысли. Сейчас снимем, посмотрим. Вот. В принципе, тут осталось-то, я уже все разобрал, потому что процедура это нелегкая, конечно, мне тоже неприятно, и, блин, а человеку еще больше неприятно. Так что вот и подрамник, и глушители, и кронштейны, и лапы, все опять на земле. Так, значит, смотрите, дела не очень. Пока причина непонятная. Все сухо. Видите, все сухо. Я думал, может быть, начал подтекать выжимной. Но здесь между коробкой и мотором было сухо. Вот, здесь все сухо. Но, что заметил, было очень много пыли. Ну, фрикционной пыли. И дунул туда, прям на корзину. Было настолько много этой пыли, что просто катастрофа, блин. Вот. Обычно, блин, уже по износу сцепления там этой пыли столько же. А здесь прям ее просто очень много. Так что, не знаю, попробую сейчас снять корзину, посмотрим. Может, все-таки оно то ли долго лежало, это сцепление, то ли что. Может быть, ну, короче, скорее всего, подтерлось. Собралось этой много пыли в этих прорезях, заклепках. И оно пробуксовывало, потому что, как он говорит, оно буксовало не всегда. Вот. Может быть, где-то как немножко эту пыль вытряхнет, оно не буксовало, опять где-то, ну я не знаю, сейчас буду снимать, смотреть. Вот. Так что, ну, я когда дунул я сюда, просто воздухом, везде, здесь просто туман был. Вот. Ну и по коробке было там многовато пыли. Я же говорю, а так все вот, сухо, все красиво, сцепление, ну вот же видно, что новое, все. Так что сейчас будем откручивать, смотреть. Он и сыпется. Вот, смотрите, как сыпется прямо. Я просто пистолетом откручиваю, а она сыпется. О, видно, да? Ну, прямо аж куски высыпаются какие-то. Может, там уже диску. О, как сыпется. Видно, да, как сыпется? Блин. По корзине
во-первых, когда она была прижата, я смотрел, лепесточки все ровные. Нигде не просажено ничего. Ну вот и сейчас видно тоже, что все ровно. О, немного оно даже подогрелось. Ну, вариант такой. Да, вон. Много очень этой пыли. Вон, смотрите, в уголке. Прямо она собралась. Вон ее сколько. Вот прямо. Вот. Диск стоял правильно. Вот эта надпись, это сторона коробки. Вот мне что-то кажется, что просто это все дело было из-за пыли. Только не могу одного понять, почему это произошло не сразу. Вот, во-первых, вот эти вот полоски от резца, да, когда изготавливается корзина, такие же полоски и на маховике. Вот. И похоже оно притиралось. Ну просто человек ездит как бы плавно. Вот. А как-то ехал по трассе и говорит, ему пришлось обогнать машину. И на пятой передаче прям конкретно. Ну я потом проехал, да, действительно, оно буксовало. И буксовало так, серьезно буксовало. Вот. Ну а так все же новое, все красиво, все чисто. Не знаю. Запаха нету такого, чтобы там горело оно. Там есть, конечно, вот точки эти синенькие такие. Ну вот этой пыли много очень. Почему ее так немного, ну как ее подтерло, я не знаю. Вот. Ну вот даже смотрите, после нее я менял еще на этом Ford Galaxy. Вот сцепление стоит, вот она коробка. Вот это. САКС, да, такой же комплект. Вот, точно такой же комплект. И когда выехали, сразу, оно сразу же буксовало. Но у меня там подозрение такое, что я не обезжиривал поверхности. Может быть, где-то там, ну, руками, ну, конечно, не масляными, но просто где-то все равно, где-то что-то попадает. И пока оно притерлось. Но мы проехали на нем просто пару кругов, там, я не знаю, километра 3, может 2 даже. И все, и оно перестало буксовать. А как только выехали, оно сразу же буксовало очень сильно, если, опять же, где-то после третьей передачи, там уже конкретно слышно было. Все, проехали так вот, там несколько кругов, и оно просто перестало буксовать. Ну, а здесь же уже он проехал 6 тысяч где-то, 5-6 тысяч. И вот такое произошло. Ну вот это, что я говорю, я уже очень много выдул этой пыли. И до сих пор вот ее сколько осталось. Ну, все сыпется и сыпется. Так что сейчас, скорее всего, я все это дело продую. И буду собирать. Потому что, смотрите, получается что? Вот здесь оно не терло вообще. Вот эти темные пятна, оно вообще не терло. Вот где оно только. Вот края терлись. Получается, у него не было нормального плоского прижима по всей плоскости. Вот эта сторона более-менее, но все равно есть. Вот. Но она более-менее нормальная. А это как раз таки сторона корзины. Вот. Видно по корзине, что вот видите синенькое пятнышко. Вот здесь оно практически не буксовало. А там на маховике все синее. Так что, скорее всего, оно просто не притерлось, вот и все. И собралась вот эта вот пыль, много пыли. И получается, что оно буксовало по пыли. Потому что это все то же самое, как новые колодки ставишь с барабанами. Все, проехал. Человек поехал на техосмотр и не прошел. Приезжает, а почему я не прошел? Потому что у меня все новое. Ну, ручник плохо держит. Потому что сразу, пока притерлось это все, во-первых, по всей плоскости не берет, пока оно прижмется. Вот. Второе, что собралась эта пыль много. Вот. И все, и получается ручник, ну, скользит, очень скользкая эта пыль.
Вот, и поэтому тоже так же. Все, берешь, снимаешь барабан, ничего не делаешь, просто выдуваешь эту пыль, обратно ставишь, чуть-чуть подводишь ручник, все. Вот человек поехал и проходит. Так что я сколько раз делал так, да, и получается ставлю, человек поездит, потом через недельку там, или через дня 3 хотя бы даже приезжает, просто снимаешь барабан и выдуваешь пыль, ставишь обратно, подводишь так, чтобы протиралось немножко, все, едет и проходит 100% техосмотр. Но, честно сказать, с вот этим, вот такая ситуация, у меня первый раз, за все время первый раз. Но мысль была, что потек выжимной. Вот, смотрите, оно даже все блестит, летает. Ну, это такая фрикционная пыль. Вот, прям летает, блестит. Вот поэтому оно и буксовало. О. Ладно, все продул, все уже обезжирено. Вот. Смотрите, еще что заметил. Видите, даже до сих пор краска осталась от... ну, здесь надпись была. Это люковское сцепление. Вот видите, люковское. И здесь была надпись. Даже она еще не стерлась. Ну, значит, нормального прижима просто не было. Вот по этой стороне, я же говорю, более-менее со стороны корзины нормально. А вот со стороны маховика вообще... Вот его притирки только, вот терло, ну такая вот самая кромочка, а здесь даже вообще не терло ничего. Вот. По-другому, да, можно поставить как бы, ну, до выжима-то все равно не будет, видите, вот он горбатый сюда, вот здесь тем более надпись есть, вот. А это переводится сторона коробки, вот это, вот. Нужно его вот так ставить, ну стояло все правильно. Так что, вот видите, вот номера, все люковское, ну, как я показывал тогда. Короче, все тут нормально, только, я говорю, это впервые такое. Ну, будем ставить обратно, вот, потом соберем, проедем, ну, расскажем результат, но я думаю, что все будет нормально. А, вот, даже и с этой стороны, если присмотреться, вы видите, это то, что я показал, вот эта надпись, видите, а вот с этой стороны, ну, может быть, на камеру не будет видно, вот, вон тоже есть белые цифры, тоже оно не притерлось еще бы. Вот, и даже обезжирено, смотрите, а до сих пор, о, пальцы, вот, пыль. Может, такое качество диска, я не знаю, ну был же полный комплект. Ладно, собираем обратно, потом расскажем. Так, значит, центрируем на глаз. Где-то у меня была эта пластмассовая штука, которая такие грибочки. Ну, блин, не могу ее найти. Так что на глаз центрируем.
Вот, сейчас я буду поджимать. Вот, и смотрим, ну, лепестки вжимают, диск прижимает хорошо. Вот, ну и здесь, вот я еще только, еще зазор есть, а его уже зажало. Как бы, ну, прижимает корзина хорошо. Лепестки сжимаются. Я же говорю, выжим был очень хороший, мягенький выжим был. Вопросов по выжиму не было. Ну, смотрите, диск прижал очень сильно, я не могу даже его ни монтировкой, ничем пошевелить. Видите, зазорчика здесь нету возле болта. Все болты одинаково. Лепестки вжались, корзина зажалась и, ну, выровнялись они все, нету лепестка просаженного, все одинаковые, нету выше, ниже, такого нету, все прям одинаково. Вот, так что все здесь хорошо. Что я говорю, что не спешите сразу разбирать. Вот. Если честно, я говорю, у меня первый раз такое, я не жалею, что я сюда залез, вообще ни разу не жалею. Вот. Зато я теперь уже тоже точно знаю, что такое возможно. Вот. Но это у меня первый раз. Ладно, уже все собрали. Защиту поставили. Сейчас ставим колеса. И выйдем, будем проверять. Сцепление мягенько выжимается. Ну, все как и в принципе и было. Вот, ну, будем смотреть. Вот, я когда перед тем, как подрамник снимать, подвязываю радиаторы, чтобы они опустились, там не пообрывали ничего, чтобы не висели на патрубках. Так что в любое место, где можно зацепиться, подвязываем их, желательно с двух сторон, чтобы они... И все. И все, и они на месте, там в ножки попали, все. Все стоит. Так, что еще? Еще по поводу прокачки. Вот смотрите. Просто откручиваем штуцер, да, вот этот ключик на 11, потом ключом здесь придерживаем. Все, и дайте ему самотеком просто слиться. Вот. Спустится самотеком, немножко поджали, даже одному можно. Пошел и сиди и качай. Она будет накачиваться, 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 накачиваться. А вдвоем так вообще потом один держит, просто спустили воздух. Ну, в принципе, как тормоза, все то же самое. Нормально прокачивается, потому что многие говорят, что очень плохо. Не знаю, ни разу проблем не было, никогда. Даже достаточно самому самотеком спустил, пару раз прокачал, открутил, чуть-чуть пролилось, закрутил, все, долил жидкости в бачок, все. Можно через там какое-то время, когда уже поездит машина, можно еще разочек спустить. Может быть, где-то пузыречек маленький будет. Все, вот, значит, мы выехали. Вот, вроде бы сразу выехали, не поняли, но все хорошо. Вот сейчас едем на 5-й, резко газ дает, нету уже этих пробуксовок. Так что все-таки это дело было
как раз таки в бобине. Вот. Ну, я имею в виду, что в этой фрикционной пыли. Ну, когда ехали уже так, на такой скорости, и резко газ в пол, то все, она поднимала обороты до 4-5 тысяч. И все. А сейчас все едет хорошо. Обороты набирает. Она тогда сбуксовала с 3-й передачи даже. Вот. А сейчас она разгоняется полноценно, нормально. Так что все получилось, как всегда. Конечно, немножко и человек расстроенный я был. Ну, видите, а здесь, блин, оказалось такое. Ну ничего, я не жалею, что я туда залез. Не зря, так что все хорошо. Все, ладно, всем пока. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вот, а мы продолжаем свои ремонты. Все, всем пока.